Всем привет! Работы нет, не могу найти. В Ирландии работу не найти, нужно знать только язык. Все плохо, не понимаю, не могу, не хочу, возможно. Вот эти вот слова уже, да, они надоели. В чатах люди пишут, постоянно жалуются. Не могу, не понимаю, где эту работу искать. Вот приношу CV, отправляю, прихожу в каждый магазин. Ничего нету. Вот как так? Вот чем я не удался? Лицом, либо непонятно, да? То есть я сегодня хочу вас познакомить с одной еще программой по трудоустройству от Intreo. То есть каждый человек, который сидит на выплатах, либо просто, да, безработный, но по каким-то причинам, там, не знаю, не получает выплаты, либо как-то там сам шевелится, он хочет найти себе работу, то есть прекрасная программа, я считаю, она нормальная, она адекватная, и она поможет вам немножко социализироваться и начать свой путь как обретению какую-то либо профессию, либо просто к опыту. Например, если мы ведем, да, Jobs Ireland, перейдем на вот прекрасный сайт и введем название вот этой вот программки и нажмем Enter, то мы увидим, что по всей Ирландии 2814 вакансий. Это, ребята, не ТУЗ, это программка немножко другая. Сейчас дальше я назову ее название, мы начнем ее обсуждать. Сразу хочу сказать, чтобы вы поделились этим видео максимально. Понимаете, чтобы если вы видите в чате, кто-то пишет, не могу найти работу, там, украинец, украинский беженец, либо кто-то другой, неважно, эта программа доступна всем, но в первую очередь ирландцам, конечно же, то вы просто берете и скидываете им вот этот вот ролик, чтобы они смогли себе наконец-то найти работу. Еще раз повторяю, 2800 вакансий по этой программе. Приходите в Intreo, показывайте, говорите, возможно, хочу по этой программе вот эту вот вакансию, увидела, она свободная. Если даже вам дадут не эту вакансию, то вам подберут что-то, либо вас поставят в лист, список, да, ожиданий, если вы, конечно, подходите, проходите квалификацию. То есть смысл того, что работу в Ирландии можно найти. Да, она будет невысоко квалифицирована, да, она не будет высоко оплачиваема, да, там нужно работать всего лишь неполный рабочий день, но это и плюс. Вначале вы потихоньку будете втягиваться, подучите язык, у вас будет опыт. Когда вы закончите вот этот контракт, у вас уже будет отзыв, вы понимаете, рекомендация, что вы работали, и в другое место вы пойдете, у вас уже будет рекомендация. Поверьте, знание языка, хочешь не хочешь, ты подтянешь немножко, то есть и как-то вольешься в эту всю структуру и поймешь эту прекрасную страну под названием Ирландия. То есть нужно просто захотеть. Не зазорно здесь работать ни дворником, ни уборщиком, либо на стройке. Нет, здесь все профессии важны. И этим эта страна хороша. Сервис Paycent. Видите, сколько у меня роликов и сколько просмотров на этих роликах. То есть этот сервис по-настоящему помогает людям. И если ты регистрируешься по моей ссылке, а поверьте, по моей ссылке зарегистрировалось уже огромное количество людей мне написало слова благодарности о том, что я помог им найти этот сервис и начать ним пользоваться. Вот ролики мои, они будут в описании и вверху. Также вот ссылочка, вы можете сразу перейти и зарегистрироваться. Вводите сразу свой номер телефона и код, который придет вам на телефон. И все, вы уже зарегистрированы. Если вы регистрируетесь по моей ссылке, от 1 до 5 переводов сразу вам бесплатно. И плюс, если вы потом делаете перевод больше 100 евро, вам еще приходит промокоды бонусные. То есть я сотрудничаю с этим сервисом, лично сам не пользуюсь. Ребята, перевод с украинской карты на европейскую, либо с европейской на украинскую делайте, играйтесь, переводите ваши деньги друзьям, близким, либо просто вы фрилансер по работе, вам нужно там по крипте перевести быстро с одной карты на другую. То есть этот сервис реально работает молниеносно. 2 минуты и деньги уже на вашей карте, либо на карте вашего друга, либо товарища, либо родственника. Вот видео, открывайте, там полный шаг, полный процесс, как все происходит, как делать от 0 до 100 все эти процессы. То есть я советую вам только лучше. Обратно же ссылка для регистрации в описании и вот здесь будет вверху. Переходите и переводите деньги с умом. Я только рекомендую, обратно же, то, чем сам пользуюсь, и вам рекомендую только проверенные продукты.
Ну и последнее, не забывайте, конечно, подписываться на канал. Подписочка, колокольчик, это очень важно для развития канала и чтобы вы всегда были в курсе событий. Я записываю очень много информативных роликов про различные программы, про различные выплаты, различные какие-то нововведения в Ирландии. Про это записывают очень мало людей. Я записываю про то, что выходит из инфополя Ютуба. То есть, если вы подпишетесь, вы будете, поверьте, в дальнейшем вы любое, что хотите узнать про Ирландию, про какие-либо законы, либо выплаты, либо нюансы, вы найдете на моем только канале. Так что всем рекомендую, подписывайтесь на канал, для вас это 2 секунды, а для меня и для развития канала это огромный шаг вперед. Ну и для вас всегда под рукой у вас будет информативные видео про Ирландию. Дальше, если вы не можете найти жилье в Ирландии, я записал специальный ролик для спонсоров канала. Подписка на спонсорство всего лишь 99 центов. За 99 центов вы узнаете, как в Ирландии, вы найдете там ответы и мой опыт и мои советы, которые я набрал здесь за 2,5 года. И мы с помощью этих советов и сняли себе жилье. То есть вы сможете найти себе апартменты за 700 евро, либо таунхаусы за 900-950. Это, конечно, может не решить ваши проблемы. Это лично мой опыт, лично мой городок, да. И здесь так это работает. У вас я не знаю, но поверьте, уже многие воспользовались моим видео и смогли найти себе жилье. Так что не тратьте время зря, оформляйте спонсорство, смотрите мой специально закрытый ролик для спонсоров, и, возможно, удача вам улыбнется, и вы найдете наконец-то свое жилье в Ирландии за не все деньги мира. А мы продолжаем. Программа называется Community Employment Program. То есть сейчас мы про нее поговорим, но немножко отступление по программе TUS. Тут вверху будет видео, кто не знает, что это за программа, можете тоже перейти и посмотреть мой ролик. Это программа, которая трудоустраивает, то есть это тоже они сотрудничают с Centreo, и многим уже пришли именно письма счастья по вот этой вот программе TUS, потому что эти программы немножко отличаются, ребята. А меня лично бесит вот эта вот технология. Кого еще бесит эта технология, ставьте лайк. Не знаю, кто разработал, но это очень неудобно. Я понимаю, что это для экологии, для того, чтобы крышечки не разбрасывались, но это неудобно. Особенно, если горлышко маленькая, бутылка и крышка мешает. Если ты хочешь оторвать, оно все разливается. То есть немножко мне вот этот момент, конечно, не нравится. Но принимаем то, что есть. ТУЗ сейчас массово сотрудничает с Centreo, он и сотрудничал, и присылает письма счастья украинским беженцам. Многие воротят носом, не хотят идти, но я не понимаю, почему. Это обратно же опыт. Там на год тоже контракт подписывается, ты работаешь не полный рабочий день. Да, низкоквалифицированная работа, в этой программе тоже там низкоквалифицированная работа. То есть, программы немножко разные все-таки. Но параллели у них очень, все у них совпадает. По многим моментам они совпадают. И по количеству часов рабочих, и по оплате. Много там у них совпадений, так что имейте в виду, что если вы хотите найти работу, идете, спрашиваете за ТУЗ, если нет, то после идете, спрашиваете уже Community Employment Program. Не стесняйтесь, идите, если вам нет никаких приглашений, это не значит, что вас про вас забыли, вас могут потом прислать вам письмо счастья и отправить вас по программе ТУЗ. Я считаю, что лучше уже, если и идти, то не по, как говорится, приказу, да, уже, когда вы там уже просто глаз мулите и вам присылают эти письма счастья, а сами можете пойти, выбрать какую-то вакансию, можете подумать, походить, то есть лучше, когда у вас инициатива, вы сами инициативничаете, а не когда вас уже с-под палки загоняют, и вы нехотя идете, и такие, ну а что делать? Потому что если по ТУЗ не идете вы работать, да, то у вас вначале снимают выплаты, немножко урезают, а потом вообще могут отменить выплаты на месяц, потом на 2, восстановить половину выплат. То есть вы уже будете на таком карандашике, и к вам будет отношение максимально уже нелояльное, потому что вы не можете отказаться. Там всего лишь годик отработали, обратно же опыт гигантский. Неважно, кем вы будете работать, это опыт. Первое. Но мы сегодня не про программу ТУЗ, а про программу, она переводится как программа занятости населения. То есть вот эта программа занятости населения, она немножко получше, потому что здесь есть и курсы, можно попросить на повышение квалификации.
Здесь вы уже больше нужно самому инициативничать, не как туз, да, приглашать. Здесь больше нужно, конечно, приходить в Интрео, тут так и написано, приходите и спрашивайте. То есть не нужно стесняться. Что такое программа занятости населения? Программа занятости населения призвана помочь людям, которые долгое время были безработными или находятся в неблагоприятном положении по иным причинам, вернуться к работе, предлагая неполный рабочий день и временную занятость на рабочем месте, в местах сообщества. Но имеется тоже работа больше на благо общества. Во время прохождения практики участники могут устроиться на другую работу на неполный рабочий день. То есть вы можете разорвать контракт моментально, если параллельно найдете другую работу на полный, неполный, и все, и спокойно уйти. Работа ведется на уровне сообщества. Имеется в виду тоже общественная работа. Обучение, предоставляемое проводится в рамках обеспечения качества. Подробности о признанных курсах. Вот, переходите на сайт. Здесь, я же говорю, можно пройти курсы от вот этого вот прекрасной, да, программы. Вас могут отослать на курсы, которые можно пройти и которые ведут к получению основных наград в национальной рамке квалификации. Расходы на обучение по программе финансируются за счет Национального фонда обучения (НТФИ), который управляет Департамент дополнения и высшего образования, исследования, инноваций и науки. Когда стажировка человека по программе CI заканчивается, ему предлагают поискать работу в другом месте, используя навык, опыт и подготовку, полученные во время участия в программе. Продолжительность стажировки составляет 12 месяцев, за некоторыми исключениями. Короче, я это все прочитал для чего, чтобы вы понимали. Здесь вы можете и работу найти, но у вас еще могут как бы обучать и повышать вам квалификацию. Если ТУЗ, там в 90% это просто социальные работы, связанные больше с уборкой, в прямом смысле больше с уборкой. Просто как есть уборка, можно в здании, в офисе, в Энтрео могут вас устроить, в парке, дороги убирать, то есть обочины. Вот это вот все, это больше ТУЗ. На стройку могут какую-то мелкую, там что-то где-то тоже, если общественное. То есть все с этим связано. Вот парки, скверы, неважно, просто улицы по городу. Вот это вот все будет связано с ТУЗ. Тут немножко другая квалификация. Можно по-другому немножко зайти в эту программу. Но обратно же нужно соответствовать квалификации, ребята. Квалификация это, ну, вы должны быть в возрасте, да, старше 21 года. И дальше ты должен получать выплаты, что самое важное. Как правильно, вы должны получать одни из следующих платежей в течение как минимум 12 месяцев. Пособие для искателя работы, пособие по безработице, переходной платеж для искателя работы, выплаты семьи с одним родителем, пособие брошенной жены, пенсия вдовы, пенсия вдовы. Видите, тут даже пенсия на фермера, тут даже другие выплаты тут добавлены, чем даже в ТУЗ. То есть разные все-таки программы. Еще раз повторяю, не хочу затягивать видео, хочу вам просто посоветовать максимально, если у вас такая ситуация. Ну, живете вы сейчас по АРП, все хорошо у вас, да? Получаете вы выплаты, но все когда-то закончится. Идите просто и в Интрео спрашивайте по поводу этой программы, не стесняйтесь. Да, зарплата будет не слишком высокая. Мы к зарплате вернемся сейчас, да, и она будет, вот, пожалуйста, тут расписана ставка. Работать вы будете не полный рабочий день, 19,5 часов, то есть part-time. Зарплата у вас будет в неделю 259 евро 50 центов. То же самое, что и в ТУЗ. Те же самые условия получали, если вы меньше пособия, там по безработице, JobSeeker, то вы просто, вам будет доплачивать еще 27 евро 50 центов. Нет, я имею в виду, если вы получали меньше ставки 232, то вам увеличат до 259. Если вы получали 232, то к вашей 232 добавится всего лишь 27,50. Но бывает такое, что да, если семья нуждаемости, например, там муж хорошо работает, там получает там, не знаю, 2500, да, 3000 евро, то жена будет всего лишь получать, если она не безработная, она будет там 150 получать, 140, 120, то есть там же вы понимаете, чем больше зарплата общая у
у семьи, тем меньше будет платиться пособие. Я веду к тому, что если она получала там 100 евро в неделю, то если она пойдет работать по программе, то ей будут выплачивать 259. Вот в чем фишка, что тут квалификация не имеет значения. Хоть ваш муж будет получать миллион, вы все равно будете получать зарплату в 259. То есть тут квалификация не работает, потому что вы в прямом смысле уже, смотрите, вы получаете свои деньги в прямом смысле за работу. Не просто так, что вы лежите на диване. Ну, кто-то скажет, я могу лежать на диване, ничего не делать и получать 232. Получается, я всего лишь больше буду получать на 27,5 евро в неделю. Какой смысл? А смысл в том, что ты набираешься опыта. Ты коммуницируешь с ирландцами, ты подтягиваешь язык, хочешь ты этого либо нет. Плюс не забываем, что у вас будут потом рекомендации с работы. Любые рекомендации в Ирландии это очень важно. Понимаете? То же самое, чтобы найти там жилье, и если у вас нет никаких рекомендаций, знаете, как это сложно. Вам нужны рекомендации от старого лендлорда, у которых вы снимали, либо у агентства, неважно. То есть тут все на доверии, и доверие, оно на чем функционируется? На вашем опыте. Одну работу поменял, вторую, третью, но ты берешь везде отзывы о себе, да, рекомендации, потом их предоставляешь. Они смотрят, что ты, да, человек отработал, молодец, значит, есть у него какой-то стержень. Если он год смог даже, да, отработать по той или иной программе, значит, у него есть что-то внутри, значит, он хочет, заинтересован. И он пришел, видите, дальше ищет работу. То есть люди вот так вот будут о вас думать. Это большой шаг, просто пойти, и поверьте, вы уже будете и платить налоги, и у вас будет везде, вы будете записаны во всех, да, говорится, реестрах, что человек уже занимается чем-то. Он не просто халявщик, он работает на благо общества. Это очень приветствуется в Ирландии, ну прям очень, я вижу прям эти уборщики ходят просто по городу, именно ирландцы, ходят с этими палочками, собирают эти, меняют уровень, все с ними общаются, всеми здороваются, то есть улыбаются. Видно, что люди, они не стесняются своей работы. Главное, они не стесняются своей работы, они идут и улыбаются тебе в ответ. То есть вот это вот кайф. Я считаю, что вот это главная победа Ирландии, что у них равноправие в рабочей, сказать так, области, что все профессии, они важны, равны, и каждую профессию уважают. Главное, к человеку относится с уважением. Как на мой взгляд, это очень важно, потому что у нас, конечно, в Украине было, что быть уборщиком, быть дворником, либо грузчиком, это просто, ну, низший слой, и это просто какой-то не человек. То есть тут все по-другому. И я рад, что общество так относится к людям с низкой квалификацией, да, с какой-то, ну, у человека нету обучения, нету там какого-то, да, диплома, но его уважают, потому что он делает благое дело для всего общества. Ссылку на программу занятости населения я оставлю в описании. Переходите, читайте, ознакомьтесь и главное делитесь этим видео со всеми, чтобы люди знали и понимали, что в Ирландии есть работа, что можно свой путь начать. Если не получается, приходите, вы отправляете CV, нет ни ответа, ни привета. Приходите в магазины, в организации, вам тоже ответ, вас разворачивают, говорят, нету, не нужны, не потребуем, да. Ну, пожалуйста, идите вы в Интрео, покажите им вот эту вот программу для начала, и потом спросите за ТУС. Тут нет ничего зазорного, вы будете в пределе, вы будете на хорошем счету, и после того года, как он закончится, спокойно себе дальше будете, либо найдете в процессе какую-то работу, познакомитесь с кем-то. А Ирландия это знакомство, поверьте. Там, сям, и потом, возможно, в конце пути у вас будет куча друзей-ирландцев, которые смогут вас где-то пристроить, подсказать, куда пойти, зайти, с кем поздороваться. То есть это тоже, поверьте, большой вариант. И здесь, когда вы перейдете по ссылочке, будет самое интересное. Это ссылка на Jobs Ireland, и прям в Jobs Ireland встроена, ну, это сама встроена, вот эта вот сама программа по трудоустройству, то есть Community Employment Program. Пожалуйста, тут все вакансии. И вот каким пунктом 1, 2, 3, 4, пятым пунктом, видите, Community Employment Program. Нажимаем. И на всю Ирландию 2816 вакансий. Как вы считаете, это много либо мало?
можно ключевые слова, расположение по каунти, по городам, все, что хотите. Вакансии. Мы просто давайте просмотрим немножко, что есть. Я не смотрел специально, чтобы тоже с вами, да, это посмотреть и что предлагаются. Смотрите. Административный помощник, ребята, центр для безработных. Ну вот, пожалуйста, уже административный помощник. Что это? Это работа безработными. То есть это что? Это тоже наподобие какого-то интрео, какого-то социального комплекса. Вы в тепле, в добре работаете всего лишь 4 часа в неделю. Но обратно же, это, понятное дело, для кого? Для тех, кто знает хотя бы базовый английский, который может как-то коммуницировать. Для того, кто не знает, извините. Следующая вакансия — садовник. Ребята, ну садовник, ну что садовник? Ну что 4 часа там делать? Ну, газончик, газонокосилкой покосить. Щипцами вот этими большими ножницами подровнять его ровненько. Ну, на свежем воздухе. Да, если работать летом, либо весной, это же вообще красота. Да, осенью, зимой печально. Так там, что листья позгребал, да и все. То есть я к тому, что ну вот, пожалуйста, садовник. Смотритель тоже, какой-то смотритель. Я не буду открывать, чтобы, да, подробно смотреть, я не хочу. Я надеюсь, вы зайдете. Я надеюсь на это, что я кому-то помогу. Если я кому-то помог, вот если кто-то узнал от меня про эту программу и смог устроиться, то, пожалуйста, напиши в комментариях это потом. Поставь лайк, просто расскажи свою историю, получилось у тебя или либо нет, потому что для меня это очень важно. Я хочу, чтобы мои видео помогали, вот искренне от души, вот чтобы такие видео под этим вот схемам для работы, чтобы люди, которые хотят на работу, чтобы они понимали, что есть хорошие программы, да, не все деньги мира ты заработаешь, но мне кажется, главное это опыт и интеграция в общество. Вот это вот максимально главное, потому что потом, когда защита закончится, ну трудно будет потом интегрироваться, уже не будет таких лайтовых, таких легких условий и всех вот этих вот привилегий, например, для украинцев. Я больше, конечно, акцент делаю на вас, да, мои соотечественники, но нужно сейчас хватать эту жар-птицу, эту птицу удачи, и в том числе вот эти вот программы, они пока доступны для украинцев, понимаете, они доступны, и нужно брать все на свой счет, что доступно, то есть, ну, вот есть такая работа, возьми ты, поработай. Это нормально. 4 часа это ни о чем. Что такое 4 часа? Просто. Плюс, я так понимаю, тут могут подстроиться под тебя. Ты можешь даже там выходить не с утра, например, если дети, да, там, чтобы работать с 10 утра, там, вот, 10, 11, 12, час, 2, вот, многие школы до 2, как раз, вот, 4 часа отработал, все, пришел, ребенка забрал со школы, то есть нормально. Помощник по деятельности, пожалуйста, садовник кладбища. Ну вот садовник кладбища, да, это, конечно, уже такая специфическая работа. Не каждый на такое, да, согласится. Вот еще один садовник, то есть там на кладбище видно, нету никого, надо, ребята. Так что кто Килмакоу, боже мой, конечно, тут с первого раза так не разберешься. То есть Килмакоу, я не знаю, что это, городок, либо поселок, село. Ну, требуется 2 садовника на кладбище. Серьезная вакансия, ребята. Да, конечно, я бы на такое, конечно, не согласился, но у каждого, каждый сам по своим возможностям, да. Поддержка смотрителя, уборщик, смотрец, территория Балин-Лоу. То есть, видите, смотрители, помощники, все в таком вот роде. Водители, ребята, водитель, работник по техническому обслуживанию. Вы представляете? Водитель, секретарь, специалист клуба, смотритель, помощник по уходу за территорией, работник по охране окружающей среды, помощник по уходу, помощник терапевта. Ого, вот начинающие наши, пожалуйста, кто свои эти дипломы подтверждает, кто, да, с чего начать, да вот с помощника начать. Помощник по уборке. Вдумайтесь, вы не главный уборщик, вы просто помощник. Что там помощник может сделать просто? Я не знаю, ну просто, ну это элементарные работы, вы понимаете, которые не требуют никаких супер ваших возможностей. Что-то нереально нужно уметь. Работник по охране окружающей среды, главный оператор, работник на открытом воздухе. То есть вот такие вот вакансии есть. Заходите на Jobs Ireland AI и вводите Community Employment Program. Смотрите, если есть работа в вашем каунте, в вашем городке или возле вас, и идите с этой информацией просто с этого сайта.
в Интрео, показываете, говорите, вот, по вот этой программе я хотел бы, они смотрят, подходите ли вы, квалификацию я сказал, вы должны получать выплаты больше 1 года. Если вы получаете выплаты больше 1 года, то вы можете претендовать на Community Employment Program. То есть вы можете претендовать на вот эту программу по трудоустройству тех людей, которые давно ничем не занимались, долго не могли найти работу, не работали, и вот так вот их будут поощрять. Я считаю это великолепно просто. Рассказывать все нюансы и тонкости я не вижу смысла. Здесь главное это получать выплаты больше года. Работаете вы 19,5 часов, то есть по факту 4 часа в день, получаете 259 евро 50 центов в неделю. Все. То есть неважно, сколько вы получали до этого, получали ли вы 100, либо 150, либо 232, вы будете получать 259,50. И главное, что неважно, кем работает ваш партнер. Если у вас есть партнер, либо жена, либо муж, и кто-то из вас работает и получает там много денег, например, там больше, да, там не минималку, а чуть больше, то вы все равно будете получать 259 евро, вы понимаете? Там не имеет уже значения от вашего дохода. Вот что важно, что в семью все равно придет больше денег. А главное, придет в вашу голову опыт и осознание. Немножко Ирландия откроется другими красками. И вы, может, даже поймете, нужна вам эта страна, нравится, поймут вас люди. Вы их понимаете, сможете ли вы здесь жить и обосноваться в полной мере. Либо все-таки это не для вас и нужно будет либо возвращаться в Украину, либо менять страну. То есть я надеюсь, что вот это видео многим поможет. И вот эти вот программы, программа занятости населения, мне кажется, она немножко лучше, чем ТУС. Она больше такая лайтовее, больше тут можно и на курсы какие-то попасть, и в прямом смысле вакансий больше каких-то более адекватных, более таких не таких, да, как сказать, грязных, можно так назвать, не знаю, просто многие, да, видите, я прочитал, сколько там много помощников в офисах, то есть в прямом смысле ты в добре, в тепле, то есть даже если уборщик, конечно, хочется, да, быть уборщиком в каком-то офисе, в каком-то здании, спокойно себе стоять, убирать, и чтобы на тебя дождик не капал, ветер тебе в лицо не дул, потому что ТУС это в большинстве случаев, конечно, работа на открытой местности, то есть это работа на улице. Я знаю 2 человек, которые работают, и они работают уборщиками в парках. Их бывает в парке, бывает на улице, бывает за городом. Выезжает прям машина за мешочек, и они идут прям по бордюрам, в смысле по обочинам, и собирает ну, бутылки, ну, какая есть, какой есть, да, мусор, собирает. Машина за ними едет, насобирал мешочек, кинул в машину дальше. И вот так вот 4 часа поработали, их привезли обратно в город, и все разошлись, все довольные, все нормально. То есть вот так вот работает по программе ТУС. Она мне немножко кажется такая более принудительная, более жестче. Да, здесь ты сам, здесь тебя не принуждают. Вы понимаете, в чем смысл этой программы? ТУС там приглашают всех, там в большинстве случаев это тебе письмо счастья приходит, и ты не можешь отказаться. А здесь ты приходишь сам просишь, я хочу найти работу, не могу найти работу, помогите мне. И вот они вас берут и отправляют на вот эту вот программу, да, чудесную по занятости населения, которая называется Community Employment Program. Надеюсь, мое видео было полезно. Кому информация эта помогла, либо кто не знал про такую программу, ставьте лайки. И обратно же делитесь со всеми остальными. Пожалуйста, делитесь своими друзьями, близкими, которые уже в Ирландии, либо нет. Скидывайте это видео в социальные сети, чтобы люди понимали, знали, что это за программа, были в курсе того, что в Ирландии можно найти работу, как и жилье. Просто немножко нужно постараться, поднатужиться, и не нужно сразу себе ставить вот такие рамки, что я буду зарабатывать миллионы, я хочу все и сразу. Нет, нужно начать вначале с малого. Вы знаете, все большие дела начинаются с малого, и потом ты потихоньку растешь и становишься кем-то. Я понимаю, многие приехали с 2 дипломами, красными, куча образований, все умные, все хорошо, но вы в новой стране, и вам нужно начинать все сначала. Каким бы вы умным, какие у вас бы дипломы не были, здесь они в большинстве случаев ничего не стоят. Нужно либо себя переквалифицировать, либо подтвердить ваше образование, а это здесь очень сложно, и нужно начинать с чего-то малого. Я считаю, что такие программы максимально помогают интегрироваться, найти себя как-то, и главное это опыт, знакомства и рекомендации для вас. Всегда на связи, держу в курсе.